Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку роскошнейшие бездрожжевые куличи-краффины. Печь я их буду на творожном тесте. Покажу все нюансы, как правильно его замешивать, это тесто, чтобы оно получилось у вас вот таким необыкновенно воздушным и легким. Куличи эти очень-очень бюджетные, то есть готовить мы будем их даже без добавления яиц и сливочного масла. Куличи эти готовятся очень быстро, то есть тесто вымешивается буквально за пару минут, оно не требует никакой расстойки. На вкус получаются необыкновенно сочные, влажные куличи, которые действительно долго хранятся. Они долго не черствеют благодаря творожному тесту бездрожжевому. Очень советую это готовить. По вкусу абсолютно они не отличаются от роскошнейшей, богатой начинкой дрожжевой выпечки. Два рецепта просто бездрожжевых творожных куличей быстрых есть на моем канале. Ссылку я вам оставлю. Вот сейчас она всплывет в левом верхнем углу в видео и также в описании под данным видео. Приготовим тесто. Здесь у меня 450 грамм просеянной муки. Просеиваю туда обязательно, также просеиваю 20 грамм разрыхлителя. Также добавляю туда 6 грамм соли, 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 100 миллилитров молока комнатной температуры. Здесь у нас получится 4 кулича по 9 сантиметров в диаметре. 120 грамм растительного масла без запаха и 250 грамм пастообразного творога 9% жирности. В Германии это обычный Speisekvark-Pfirsich. На четвертой скорости из 6 я просто замешиваю это тесто. 1 минуту, вот просто чтобы объединилось оно в комок. Это тесто замешивается очень просто. Это немецкое бездрожжевое творожное тесто на растительном масле. Оно очень часто в Германии используется. Я очень давно живу в Германии, на родине моих предков, поэтому я знаю прекрасно все эти немецкие рецепты, пеку всегда по ним и знаю, конечно же, вот это творожное тесто. И на второй скорости я замешивала еще последующую минуту. То есть в общей сложности я это тесто вымешивала 2 минуты в миксере. Если вы будете руками замешивать, можете 4 минуты его замешивать. Не дольше. Нам не нужно, чтобы здесь развился сильно глютен. Наоборот, будет более такое плотное тесто. Если вы его разобьете, этот глютен, у вас потом изделие будет очень плотное. Нам этого никак не нужно. Это здесь бездрожжевая выпечка. Вот такое оно рыхлое будет, это тесто. Я вам намеренно здесь его показываю, вот как оно выглядит. Оно слегка выделяет растительное масло. Для этого теста это вполне нормально. Яйца здесь я ни в коем случае не советую добавлять именно вот на такие большие объемы, как куличи. Я, бог даст, покажу вам тот рецепт, в который добавляются яйца. Это для другой, для более фигурной выпечки, тоже из бездрожжевого теста. Но в это тесто на такие большие объемы, как куличи, яйца ни в коем случае не добавляем. Иначе у вас тесто затянется, оно будет в изделии очень плотным, и это будет невкусно. Здесь же у нас будет необыкновенно легкое, мягкое, тающее во рту тесто. Уберу сейчас под пленку вот на то время, пока я приготовлю начинку. Это минут на 10. Просто чтобы тесто отдохнуло. Итак, готовим первую начинку. Здесь у меня 200 грамм мелко измельченного, не молотого, а вот как бы измельченного грецкого ореха. Добавляю туда 100 грамм сахара. Сахар добавляю смело 100 грамм, это нормально здесь. И добавляю туда 80 миллилитров молока. В этой чашке у меня 150 миллилитров. Взвесила еще раз на весах ее. Я добавила 80 миллилитров. Перемешиваю и смотрите, какая жидкая начинка. Да? Сейчас я добавлю туда еще, почему я ее ввожу позже, потому что не все ее любят, столовую ложку корицы. У нас корицу любят все, поэтому я добавляю смело столовую ложку. Грецкий орех с корицей, классическое сочетание, необыкновенно вкусно. Я перемешиваю и отставляю сейчас пока что в сторону. Здесь я вам хочу наглядно показать, насколько от крупного и мелкого помола орехов будет зависеть количество жидкости в этой начинке. Вот здесь у меня очень мелкого помола 200 грамм, также 200 грамм фундука. Я добавляю сейчас туда 1 столовую ложку какао с горкой, то есть это 15 грамм, если на весах взвешивать. Также 100 грамм сахара, все перемешиваю. Пересыпала в другую миску, чтобы удобнее было размешивать. И добавляю туда сейчас смело 150 миллилитров молока. То есть, по сути, всю эту миску.
Добавила примерно сейчас 100 мл молока. Масса еще очень плотная, она у меня не объединяется даже вместе. Видите, насколько помол орехов здесь влияет на консистенцию массы. Добавляю оставшееся молоко, то есть в общей сложности я туда добавила 150 мл молока. Также на 200 грамм орехов, но другого совсем помола. Я вообще начинать вам советую вводить молоко по 50 мл. Сначала ввели 50 мл и потом по одной чайной ложке добавляйте туда, перемешивайте и добавляйте. Так как у меня масса с грецким орехом все еще очень жидкой, даже постояла здесь пару минут, я добавляю сейчас туда пару столовых ложек панировочных сухарей, пшеничных. Они очень нейтральны во вкусе, хорошего качества, просто беру всегда. Они сейчас свяжут начинку, во вкусе они абсолютно не будут чувствоваться, и они бюджетные. Добавлю еще одну столовую ложку туда. И все перемешиваю. Видите, насколько здесь зависит от крупного и мелкого помола орехов. Добавьте сначала первые 50 мл молока, начинайте вымешивать массу, и потом уже смотрите по консистенции массы, чтобы она у вас просто хорошо размазывалась потом по слою теста, который мы будем делать для закручивания. Меня устроила эта консистенция, отставляю в сторону. Здесь у меня готовых 250 грамм из пачки мака, уже готовых к употреблению. Я всегда покупаю уже готовую маковую начинку, очень долго ее перемалывать, варить потом. И по себестоимости готовую купить у нас в Германии особо не отличается от той, что приготовить дома. Так как начинка здесь готова из пачки, консистенция у нее, как всегда, очень плотная. И вместо 250 грамм у меня на выходе оказалось 240 грамм. И я добавляю еще 2 столовые ложки молока туда. Просто чтобы она немножко расшевелилась, эта начинка, потому что в таком состоянии эту маковую начинку из пачки наносить очень неудобно и практически невозможно на такое нежное тесто. Не надо бояться здесь добавлять молока, я всегда так делаю. И начинка будет очень-очень сочная. Итак, я перемешала, и у меня сейчас получилось 250 грамм начинки. Здесь вот эти граммы озвучиваю, потому что для этих граммовок вот на каждый кулич по 9 сантиметров здесь это крайне важно. Иначе тесто будет либо не доставать, либо оно будет выпирать из формы. Этого нам не нужно. Итак, консистенция еще немножко жидковата. Вот у этой фундучной начинки добавляю туда еще 1 столовую ложку какао, перемешиваю, и меня все устраивает. По сладости будет прекрасно. Сейчас я все эти начинки взвешу на весах. Вот это очень важно, чтобы нам потом уже ни с чем этим не заниматься, когда мы будем разделывать само тесто. Тесто у меня здесь будет на 4 начинки, то есть на 4 кулича. У меня будет 3 разных начинки, и 4-ю начинку я просто уже смешаю вместе. Оба ореха, и шоколадный, и с корицей. Здесь, видите, меня еще немножко не устроила какая-то выступившая жидкость. Я еще ложку панировочных сухарей туда добавила, в эту начинку, грецкий орех, корица. Это все нужно смотреть только опытным путем и перемешивать. То есть, чтобы масса была без выступившей жидкости, чтобы она была хорошо связана между собой, и чтобы мы ее могли очень хорошо наносить потом на тонкое, такое очень нежное тесто. Я надеюсь, что это я понятно объяснила. Итак, так как у меня здесь начинки больше, чем 250 грамм, я ее сейчас на весах отмеряю обязательно себе. Убираю эти миски готовые уже. Вот здесь и маковая начинка, 250 грамм маковой начинки. И вот этой шоколадной тоже 250. Теперь грецкий орех с корицей также отмеряю на весах. Все это отставляю пока что в сторону. А потом все, что у меня осталось, я также смешаю, и будет у меня также 250 грамм начинки. И начинаю разделывать тесто. Тесто слегка выделило, как вы видите, растительное масло, это нормально. Я использую всегда рапсовое масло, оно идеально подходит для выпечки. Тесто я сделала вот такую обминку, слегка его перемешала с мукой, буквально слегка. Все тесто я делю на 4 шарика по 260 грамм. Здесь очень удобно запомнить, по сути, 250 грамм начинки и 250 грамм теста. То есть и начинки, и теста у меня, в принципе, равное количество. Но у меня здесь 260 грамм теста, ну, не столь важно, но практически одинаковое количество. Сейчас подкатываю такие шарики, оставляю на столе, даже ничем их не накрываю, потому что в них очень много масла, и разделывать я их буду очень быстро. Куличи эти быстрые, здесь не требуется никакого времени, ни на расстойку. Раскатываю вот такие пласты, не тоньше, чем 4 мм, и начинаю сразу же их
смазывать этой начинкой. Вот здесь очень важный момент. Обычно, когда мы готовим дрожжевые краффины, либо какие-то изделия из дрожжевого теста, мы оставляем немножко места по бокам, как бы на защипывание, чтобы у нас получался такой красивый рулетик со всех сторон. В этом творожном бездрожжевом тесте так делать не нужно. То есть намазываем прямо до краев, чтобы ничего у нас не оставалось без начинки. Вот это здесь очень важно. Сейчас разрезаю напополам. И первый кулич я сворачиваю по принципу кулича кранча. Вот таким вот образом. То есть сплели вот такую косичку и заворачиваем ее просто наверх. Сейчас смочила слегка руки растительным маслом без запаха. И вот так очень бережно укладываю все это в форму. Вот такая вот у меня получилась заготовка. И разделываю сразу следующий пласт теста. Здесь я ничего ровно не раскатываю. Вы видите, тесто, оно немножко неоднородное. Это нормально. Я слегка подмешиваю в него муку, прям слегка совсем, буквально грамм 5. И также использую муку при раскатывании. Видите, начинку прямо до краев я наношу. В творожном тесте это очень важно. Это у меня начинка сейчас грецкий орех и корица. Вот эту вот заготовку буду уже сворачивать по принципу кулича краффина. Вы же можете так же, как и кранч, это все заворачивать. У вас тогда будет больше этих изгибов. То есть все, как вам нравится. В Германии из этого теста очень часто делаются просто ореховые плетенки. Здесь я показываю идеальные граммовки именно на форму 9 см в диаметре. Почему здесь нельзя выпекать в более большой форме? Итак, будет куличик уже достаточно крупным для бездрожжевого теста. Пропекаться он будет долго, поэтому больше форму я здесь брать не советую. Меньше можете брать, но не больше. Но 9 см в диаметре она выглядит очень достойно. Она всегда есть в продаже и очень советую выпекать именно в таких формах. Кулич с маком также я делаю по принципу кулича краффина. То есть заворачиваю вот эти вот улиточки, складываю их друг на друга. И в принципе кулич уже получается. Тесто здесь более такое жидкое, скажем так, чем дрожжевое. Это нормально, потому что это творожное тесто. Но не нужно его ни в коем случае забивать мукой. Хотела вам сказать по поводу творога, который вы будете использовать. Если в вашей стране не продается вот такой пастообразный творог, как у нас в Германии, вы можете взять творог 9% жирности и просто его пробить блендером, но не берите экстремально сухой творог. То есть творог должен быть такой прям хороший, чтобы он ни в коем случае не был сухим. Сметану туда добавлять в это тесто, чтобы разбавить сухой творог, я не советую, потому что это нарушит консистенцию теста. То есть берите хороший такой жирненький, такой влажный творог, ни в коем случае не сухой. Итак, вот эту вот последнюю начинку я сейчас смешала здесь и с корицей, которая начинка, и ореховой с шоколадом начинку. Также добавила туда немножко панировочных сухарей и показываю вам потом, как это будет выглядеть. Это будет прям идеальный разрез у этой начинки и необыкновенный вкус. Корица с шоколадом всегда сочетается просто идеально. И делаем также по принципу кулича краффина. Сворачиваем. Можете также по принципу кранча сворачивать, как вот я первый кулич вам показывала. Тогда начинки будет еще больше. Потому что здесь вот в краффине очень много начинки уходит на бока. Но благодаря этому бока очень вкусные, как такой поджаренный орешек будет. В качестве начинки вы также можете использовать и изюм, и цукаты, и сухофрукты, все, что вам нравится. Также раскатывайте тесто в пласт, смазывайте его силиконовой кисточкой, растопленным сливочным маслом, прям небольшим таким слоем, и насыпайте туда в россыпь и изюм, и все, что вам нравится по вкусу. А потом уже сворачивайте по принципу краффина. Слегка вот эти слои я разворачиваю при помощи такого небольшого шпателя и убираю сейчас выпекаться. Немножко начинки у меня здесь осталось, вот буквально столько, это вот этой шоколадной начинки, но здесь все делаем на глазок, чтобы уже хватило. Куличи у меня пока пекутся, я сделаю сироп 50 мл. Крутого кипятка, добавляю туда 1 столовую ложку сахара с горкой и несколько капель ромового ароматизатора. Куличи испеклись, обязательно покрываю их все сиропом. Итак, выпекала я эти куличи при температуре 180 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на среднем уровне, без конвекции,
ровно 1 час. Потом я их накрыла фольгой сверху и допекала еще также при температуре 180 градусов Цельсия уже с конвекцией еще 20 минут. То есть в общей сложности эти небольшие куличи пеклись в моей духовке 1 час 20 минут. Это совершенно нормально для этого теста. Палочка выходит сухая и чистая. Все идеально пропеченное. Верхушечка у нас вся будет пропитана сиропом. Здесь просто безупречно все. Итак, сейчас я их накрою пакетом и прям вот так на противне оставлю полностью остыть до комнатной температуры. Я это оставила просто на ночь, чтобы у меня они все стабилизировались, пропитались. И показываю вам здесь уже готовый результат. Итак, куличи прекрасно держат форму. Они очень мягкие внутри, они ни в коем случае не сухие, наоборот, они очень влажные. Вот то, что мы любим в дрожжевом тесте, когда мы едим, допустим, рулеты с маком, с орехами, когда вот эта вот влажная часть в дрожжевом тесте, вот так вот на вкус ощущаются именно вот эти куличи с творогом на творожном тесте. Очень советую их просто готовить даже кто и не нуждается в бездрожжевом тесте, но вот именно из-за их вкуса, настолько они вкусные получаются, эти куличи. Разрезаю сразу вот при вас. Тесто абсолютно не забито мукой. Тесто очень легкое здесь творожное, воздушное. Ощущается как дрожжевое тесто на вкус. То есть творог здесь вообще не чувствуется в этом тесте. Настоятельно советую в тесто добавлять ромовый ароматизатор. Тогда у вас будет вкус именно роскошного дрожжевого теста здесь. Вот это с такой влажной достаточно начинкой, вот такой разрез. А это грецкий орех с корицей. Вот то, что мы готовили. Это вот этот вот разрез вот этой начинки. Сейчас по обыкновению краффин украшается просто сахарной пудрой. Я имею в виду из дрожжевого теста краффин. Здесь также я посыпаю сахарной пудрой. Вот такая роскошная начинка. У двух уже наших куличей получилось то, что я вам разрезала перед этим. Эти куличи прекрасно можно замораживать. Они долго хранятся. Их хранить можно в пакете. Вот так вот они на разломе выглядят. Тесто очень легкое здесь. Воздушные. Я ни в коем случае не советую добавить туда яйца. Именно вот в эти крупные формы. Потому что мы здесь выпекаем кулич большой. Не нужно забивать это тесто ни мукой, ни дополнительными яйцами. Вот так на разрезе выглядит маковая начинка. Роскошнейшая. Все пропеченное. Тесто воздушное, его видно. Кто готовил, девочки, кто из Германии, тот знает, какое это нежное тесто на вкус, насколько оно влажное получается и вкусное для начинки. И бюджетное это уже дальше некуда, я бы сказала, это тесто. А на вкус как сдобный кулич получается, просто с начинкой. Вот так выглядит та начинка, которую я уже смешивала все подряд. Она посуше, чем первая вот эта вот шоколадная начинка. Вот так идеально она выглядит на разрезе. Разрезаю вот на мелкие кусочки, чтобы вы посмотрели, как он нарезается практически без крошек. Это маковая начинка в данном случае. Показываю поближе, насколько легкое здесь бездрожжевое творожное тесто. Не забито абсолютно мукой. Очень советую готовить эти куличи. Просто даже, чтобы просто поесть. Не обязательно, у кого нет, допустим, непереносимости дрожжей или еще что-то. Просто это очень-очень вкусно. Это гораздо более сочно, чем обычный кулич, который мы готовим краффин. Вот это опять же начинка, я вам разрезала корица, грецкий орех. Вот так это выглядит на разрезе. Меньше форму взять можно, но уже укладывать будет очень неудобно в 7-сантиметровую форму. Больше форму по диаметру, чем 9 сантиметров, я здесь брать не советую. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.